Когда ты на природе, кофе – это момент спокойствия, это тепло среди холода, и это то, что делает тебя человеком. Эх, утро настало, всем привет! С вами проснулись Хант и Ролька. И это сказочное утро мы начинаем с приготовления, конечно же, кофе. С моими секретными ингредиентами, которые держатся в строгом секрете. Какой вкусный кофе у нас сегодня. Наверное, зайчик варил. Моя кружка. Но если вы будете хорошими зрителями, когда-нибудь я с вами ими поделюсь. Сегодня же открою лишь несколько из них. А поможет мне сегодня мой личный помощник в любых условиях. Pineapple. Вода закипает быстрее, чем я успеваю открыть глаза после сна. Ветер ему не страшен, пламя стабильно, как мое желание выпить утренний кофе. Встроенная кнопка поджига избавляет от поисков спичек, а компактный дизайн экономит место, как в кемпере, так и в рюкзаке. Надежный, удобный и всегда готов к приключениям. Именно такой должен быть хороший горелочный комплект. Накручиваем баллон или горелку на баллон. Да, именно так. Пробуем. Работает, не работает. Что-то не так. Сейчас немного подкрутим. Давай, милая, не подведи. Есть, все, горелка работает. Соединяем две части вместе и наливаем воду. Не жалеем, ведь кофе с утра – это святое. Очень хочется не просто проснуться, а чтобы глаза открылись шире горизонта, а разум яснее утреннего неба. Чтобы наша крышка не улетела в закат, когда вода закипит, а вы не устроили себе утреннюю спа-процедуру с кипятком, фиксируем нашу крышку на петельку. А теперь зажигаем. Огонек пляшет, как будто радуется новому дню. И пока вода закипает, просто остановитесь на секунду и посмотрите вокруг. Маленький водопадик, журчание воды, барашки скачут по склонам. Настоящая идиллия. Вот ради таких моментов и стоит выбираться на природу. Все составные части моего супер-кофе я смешала заранее, в баночке. Можно подумать, что это либо зелье бодрости, либо приправа для ведьминого котла. Но на самом деле это просто идеальный утренний напиток. По крайней мере, для меня. И вот вам первый мой секрет, который я недавно открыла. Это цедра лимона. Да-да, раньше я всегда просто выбрасывала ее. А тут вдруг решила натереть свежую цедру прямо в кофе. И знаете что? Мне понравилось. Этот эксперимент оказался удачным. Теперь кофе с лимонной цедрой – мой фаворит. Сегодня готовим кофе прямо в кружке. Костра у нас нет, поэтому делаем все по-простому. Но даже в таких условиях можно наслаждаться процессом. Голод, холод – все это не страшно, если двигаться. Можно попрыгать, побегать. Или просто покачаться на дереве, как настоящая мартышка. Главное не проверить на себе закон гравитации. Кстати, вы знали, что есть узел под названием «Мартышкина цепочка»? Я обязательно покажу вам, как его вязать в одном из следующих видео, так что не пропустите. Ну а мы побежали проверять, не сбежала ли вода из нашего котла. И вот, наконец-то, горелка сжалилась надо мной, и пар пошел. Выключаем, открываем аккуратно, не обожгитесь, все-таки кипяток, а нам еще весь день приключения искать. Заливаем наш кофе. Ах, этот аромат, утренний кофе, на природе, что может быть вкуснее? Ну, разве что кофе с теплыми булочками. Нам надо хорошенько подкрепиться, потому что день обещает быть не из легких. Закрываем кружку, даем кофе немного настояться, а сами убираем все со стола. Мы ведь с вами люди культурные, природу за собой не засоряем. И вот завтрак подан. Кушайте, обляпайтесь, это же часть удовольствия. Всем хорошего дня и новых приключений. Не забывайте подписываться, ставить лайки и заходить к нам в гости. У нас вас ждет еще много всего интересного.